Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео мы с вами будем плести буквы из газетных трубочек. Многие просили на эту тему снять видео, как сплести буквы или цифры. Я начала с букв и взяла две буковки пока, L и D. Если у вас есть пожелание сплести другие буквы, обязательно напишите мне в комментариях. Ну и если вам эта тема интересна, то приятного просмотра! Буду плести я из газетных или бумажных трубочек. Эти трубочки я делаю сама, кручу сама из чистой газетной бумаги на тонкую спицу. И в отдельных своих видео я показываю процесс этот очень подробно. Ссылки все на эти видео в описании. Также заранее отдельно на бумаге фломастером я нарисовала макеты моих будущих букв, то есть их конструкцию. Ширина каждой буквы у меня получилась 2 сантиметра. Сразу скажу, что я рисовала эти буквы уже с учетом того, что я по этим эскизам буду плести конструкцию будущей буквы. Поэтому я обратила внимание именно на углы, там, где мне нужно скруглить или сделать какой-то четкий угол, где мне добавить витков и так далее, и так далее. Также мне понадобится флористическая проволока. Здесь у меня диаметр ее 0,95 мм. И вставляю эту проволоку в одну из трубочек. Вот таким образом, как на видео. И начинаю я плетение с буквы L. Располагаю трубочки следующим образом. Здесь у меня все две стойки с проволокой внутри, чтобы было удобнее их сгибать и чтобы они держали форму. И начинаю отдельной трубочкой, уже без проволоки, оплетать всю эту конструкцию как бы восьмеркой с простым ситцем. Одну сторону буквы я уже проплела, вот таким образом все это выглядит. И здесь смотрите, что происходит далее. Так как здесь у меня небольшое закругление идет, то есть не резкий переход на другую сторону буквы, то здесь я делаю именно это закругление при помощи дополнительных витков на одной стойке. Здесь, если необходимо, я подтягиваю плетеные ряды, чтобы уместить следующие плетеные ряды, так как вот внутренняя часть буквы, там очень-очень мало места, поэтому именно в этом месте я все подтягиваю дело. Ну и, соответственно, если вы хотите придать объема у стойки в определенном месте, то используйте дополнительные витки. Но рекомендую не более 2 витков использовать в одном месте, иначе будут дырочки, просветы большие. Ну и, соответственно, вместе с плетением выравнивается и вся конструкция этой буквы, то есть я постепенно укладываю стойки с проволокой так, как это необходимо по эскизу. На словах это кажется очень легко, но на деле оказалось не так-то все и просто. Здесь главное следить, чтобы эта вся плетеная конструкция не отходила от заданного эскиза. Ну, если погрешность будет минимальная, там 3, 4, 5 мм, то ничего страшного, главное не больше. И главное, вы должны видеть, что же у вас в итоге получается. Соответственно, вы можете зафиксировать эту конструкцию, например, на пенопласте ее разместить и булавками зафиксировать. Я, например, это делала с помощью малярного скотча, зафиксировала первые 2 вот этих стойки, и мне этого было достаточно. Все остальное время, которое плела конструкцию, я была очень внимательна и следила за тем, чтобы эта вся плетеная цифра у меня не гуляла в разные стороны. А в этом месте буквы у нас планируется закругление, и в этом месте я ввожу снова дополнительные витки, чтобы это закругление прошло мягко и гладко, и именно точно-точно по эскизу. Итак, повторюсь, где нужно вводить вот эти дополнительные витки. Они нужны там, где вам необходим объем, где вам необходимо заполнить это пространство чем-то. Вот как раз таки эти дополнительные витки вам и помогут. Помните, что для того, чтобы плести вот такие всякие изделия небольшие, со всякими нюансами в виде вот этих витков, вам понадобятся все-таки пластичные гибкие трубочки. И пластика и гибкость этих трубочек достигается именно путем обработки самих трубочек. Я обрабатываю трубочки либо лаком с водой, либо пропиткой с водой. Видео снимала на эту тему, его отдельно можно посмотреть по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. А тем временем буква уже сплетена, мы с вами заканчиваем плетение и прячем концы рабочих трубочек. Можно концы рабочих трубочек и не прятать, а просто все обрезать и подклеить, тоже будет хорошо.
А сейчас я перехожу ко второй букве, и вторая буква будет плестись немножечко другим способом. Это буква D. И здесь она состоит из полуовала и вот такой одной плоской стороны. Вот как раз таки с этой стороны мы начнем плетение. Здесь у меня только одна трубочка с проволокой, это левая трубочка стойка. Как только я дохожу до того места, откуда начинается овал, я в это место вставляю дополнительную трубочку, вот именно к стойке, к правой, и трубочка эта у меня с проволокой, пока я ее не трогаю, я ее вставляю и сгибаю в сторону дуги. И сейчас я той рабочей трубочкой, которую плела, я продолжаю плести уже до высоты моей буквы. Все, эта сторона у меня проплетена, я дошла до высоты моей буковки, и сейчас я правую стойку обрезаю и сгибаю левую стойку в сторону вот этой дуги, полуовала, можно сказать. И я продолжаю плетение рабочей трубочкой, какой и плела. И здесь у меня получается вот этот полуовал начинает формироваться из двух трубочек, в которых вставлена проволока. Вот таким образом, как на видео. И я начинаю всю эту конструкцию оплетать. И как только чувствую, где у меня необходим объем на правой стойке, там я добавляю дополнительные витки, чтобы это все постепенно и плавно скруглялось. Я не плету витки каждый раз, а плету их только в случае необходимости, там, где у нас идет изгиб, и там, где мне нужно добавить больше объема. По поводу дополнительных этих витков у меня нет четкого правила, все делаю по ситуации, то есть я плету виток, смотрю, как у меня ложатся трубочки, стойки, как у меня рабочая трубочка ложится, где мне еще добавить объема. Если достаточно, то я продолжаю плести обычным ситцем. Там, где я вижу, что, ну да, здесь вот необходимо еще немножечко добавить объема, я делаю виток и так далее, и так далее. Я доплела букву, и сейчас я буду соединять стороны буквы вместе, а то получается, что они у меня как-то отдельно. И здесь я беру стойку из вот этого полуовала и вставляю ее именно вместо стойки вот этой стороны. Ну, соответственно, рабочую трубочку я там подклеиваю с обратной стороны, ну а вторую стойку я вставляю вот в сторону плетеной конструкции, так как на видео. Можно как-то по-другому соединить эти стороны этой конструкции, но здесь я соединила именно таким образом. Если вам кажется, что это не очень рационально, то попробуйте по-другому это сделать. И обязательно отпишитесь в комментариях, как у вас получилось. Ну, в общем, как-то так у меня эти две буковки сплелись. Не скажу, что это было легкое дело, но и не буду вас пугать. Ничего сложного, архисложного в этом процессе не было. Были некоторые сложности в изгибах, в плетении изгиба, но ничего страшного, справилась, и жду от вас вариантов плетения других букв. Напишите в комментариях, какие сплести, и, может быть, цифры какие-нибудь сплести. Обязательно сниму на эту тему еще видео. Я очень надеюсь, что само видео и идея вам понравились. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение. Мне очень важно знать его, и ставьте лайки за мои старания. В этом видео я постаралась показать всего лишь принцип плетения таких конструкций, и, конечно, вы можете что-то убавить, что-то добавить, где-то какие-то моменты упростить, и это будет здорово. Ну а я вам желаю легкого плетения, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, смотрите мои другие видео мастер-классы по плетению из газет, их очень много на канале накопилось, и вы точно найдете что-нибудь интересное для себя. Ну а мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!